Друзья, здравствуйте! Очередная буйная весна в разгаре, и нам с вами пришло время погадать на картах Таро на май 2022 года. Май, как всегда, будет у каждого свой, но есть нечто, что нас объединяет. Это сложный, парадоксальный астрологический фон. 10 мая Меркурий, планета, которая определяет для нас каждый день, станет ретроградным, заставит всех оглянуться назад, что-то переделать, от многого отказаться, многое выбросить. Ну а 16 мая случится лунное затмение, которое завершит коридор затмений, начавшийся 30 апреля солнечным затмением. Мы окажемся в первой половине мая между двух затмений, и это время считается перезагрузкой Вселенной. Вселенная, мир, небо, космос перезагружают наши жизни, подчищают. Поэтому будьте готовы, что май в целом, но особенно, наверное, первая его половина, сильно подкорректирует ваши планы. То, что с достоверностью должно случиться, с гарантией, не случится, этого не будет. И нам, с сожалением, придется это отпустить. Ну а зато какие-то совершенно неожиданные, даже непредсказуемые события, известия в это время придут. Считается, что между затмениями нужно особенно включать интуицию, ну, у кого она есть, конечно, потому что Вселенная в это время дает какие-то неочевидные подсказки, знаки, на многое раскрывает глаза, но иногда буквально, знаете, вот что-то показывает, заставляет нас что-то рассмотреть или что-то найти, подбрасывает. А иногда это все очень-очень тонко, поэтому, безусловно, нужно с особым вниманием относиться к словам людей, к каким-то неожиданным цитатам, которые вы встречаете в интернете, к собственным удивительным мыслям, которые вы, наверное, привычно гоните прочь. Мне кажется, сложность вот этого времени, вот этого мая в том, что, с одной стороны, коридор затмений подталкивает начинать новое, потому что это некий портал, когда можно очень легко и ловко действительно проскочить в очередную распахнутую судьбой дверь. Это новая работа, может быть, новая любовь, что-то еще, творчество, безусловно. Вот. А с другой стороны, некая сила ей противостоит, это сила ретроградного Меркурия, которая, наоборот, эти двери захлопывает иногда, а не с нужной стороны, и препятствует новым идеям и делам. Ну, а я всем вам, дорогие зрители, желаю, конечно, чтобы вы между этими противоборствующими силами и направлениями проскочили, чтобы вы все-таки сделали то, что хотите в этом мае, чтобы удача была к вам благосклонна, погода была к вам благосклонна, чтобы вы хорошо ладили с людьми и были здоровы. Гадание для Овна. У меня в руках классическое Таро. Авторы колоды назвали эти карты классическое Таро, как я вижу по названию на коробочке. Однако здесь не совсем привычные иллюстрации. Я постараюсь нетерпеливых овнов очень быстро отпустить и сделаю текст коротким. Останавливайте меня, если чувствуете, что я заговорилась. Итак, 3 карты на работу. Подумайте о ней сейчас. 1, 2, 3. Угу. Так, вам в категории работа достается 2 жезлов, король кубков и рыцарь кубков. Вот представьте, это очень чувственные, нерациональные и очень эмоциональные карты. Поэтому сразу скажу, что вряд ли май для овнов будет прямо вот таким местом свершений. Подвиги нет, я не вижу. Карьеры особые я тоже здесь не вижу. Но не вижу и конфликтов, и потерь. Здесь нет старших арканов, то есть нету, рока, что ли, какого-то непреодолимого влияния судьбы. Очень многое в ваших руках. Но что именно?
Двойка жезлов. Очень многогранная карта, хоть и не крупная, но она говорит о противостояниях легких. Это, знаете, что такое легкое противостояние? Это когда вы противостоите обстоятельствам и людям, но они об этом не знают, не догадываются. Двойка жезлов говорит, что вам придется все-таки отстаивать свои интересы, хоть и очень-очень неконфликтными способами. Вы многого достигнетесь. Это тоже карта победителей. Она говорит, что и новой работы добьетесь, и внимание начальства и коллектива, может быть, на той, которая у вас есть. Двойка жезлов – это скорее карта раздумий. Она предлагает некоторый выбор, который, судьбоносный или нет, как бы в разной степени, но тем не менее вы на многое влияете. Эта карта называется влияние. То есть вы влияете, вы выбираете, все под вашим контролем. Скорее так, наверное. Поэтому, это не время слишком полагаться на судьбу. Король кубков описывает, естественно, персону. Первое, о чем мы вспомним, это карта фигурная, придворная, обозначает она человека. Король кубков – это, дайте подумать, мужчина, который очень к вам расположен и куда-то зовет, что-то предлагает или что-то обещает. Может быть, начальник, коллега, какой-то знакомый, который зовет вас на новую работу. Пока непонятно, насколько это все воплотится и насколько он сам располагает ресурсами, но все-таки это симпатия. Иногда и часто король кубков – это романтический герой, поэтому не скажу, что это прямо начало служебного романа, но начало какой-то симпатии с кем-то, с кем вы пересекаетесь на работе. Не обязательно это герой прямо из вашего коллектива, это может быть кто-то, кого вы регулярно встречаете по дороге на работу, например. И вот видите, некоторую романтичность подтверждает нам здесь рыцарь кубков. Это снова рыцарь кубков обозначает некое движение, предложение. Вот видите, он здесь протягивает кубок, держит, протягивает и вам. То есть обещание, вам что-то на работе, в бизнесе крупное пообещают. И пока, повторюсь, непонятно, понравится вам это или нет. Дотянетесь вы до этого, как скоро это все воплотится. Но это все равно внимание от кого-то, от одного человека, может быть, даже от группы людей. В целом карты очень благополучны, и, наверное, они особенно хорошо для тех, кто хочет понравиться. Если вы, например, на новой работе, и для вас сейчас принципиально важно понравиться начальству или понравиться коллегам, то можете вполне себе на это рассчитывать. А если вы в мае надеетесь как раз найти новую работу, то карты более предлагают вам чьи-то обещания. Вроде бы как никто не против, и вас где-то ждут. Но новая работа придет от знакомых людей или от знакомого человека. Поэтому есть повод, наверное, предупредить знакомых о том, что вы в поиске. Дальше. 3 карты на деньги. Как финансовая жизнь у Овна сложится? 1. Следите за руками. 2. 3. Про деньги вам расскажут карта смерть, карта справедливость и 9 мечей. Что-то это совсем серьезное какое-то предупреждение. Карта смерть говорит о том, что в ваших деньгах, финансах что-то естественным образом поменяется. Перемены очень большие, сильные и драматические или даже трагические, в моменте. Потом вы, конечно, разберетесь, что все это было к лучшему, что Вселенная забрала лишнее у вас. Но все-таки, как обычно, карта смерть про деньги сообщает больше неприятных вещей. То есть это потеря денег, невыгодные, естественно, вложения, инвестиции, сделки. Карта справедливость говорит о том, что вот эти перемены или эти потери будут задокументированы, то есть
карта справедливости здесь все делает еще более серьезным, каким-то ответственным. То есть здесь, возможно, у вас очень серьезные просчеты и ошибки в деньгах. Даже это, знаете, не ошибки. Было бы несправедливо вот с этими картами видеть ваши ошибки. Здесь рок действует, понимаете, это старшая аркана. Здесь очень мало зависит от вас. Вот если, когда я говорила про работу, я говорила о вашем выборе, вы на многое влияете и в общем можете разворачивать, корректировать ситуацию, то здесь нет. Здесь перемены в ваших финансах скорее идут даже на каком-то планетарном уровне. То есть не только у вас это меняется, вас касается, но это касается еще многих-многих людей. Поэтому, в принципе, претензии к себе можете оставить и отложить. Когда вот эти две карты, эти два старших аркана сходятся вместе, то сложно даже давать советы. Потому что, ну, какие советы можно дать человеку, который не выбирает, да? То есть это, ну, вам нужно, не знаю, морально приготовиться к каким-то переменам. И здесь есть девятка мечей. Вот, пожалуй, она самая, ну, что ли, напряженная, хотя она очень в целом эту тройку гармонично продолжает. Тройка не гармонична, а девятка ее продолжает гармонично. Страхи. Она говорит, что происходящее с деньгами, с финансами Овнов очень сильно смутит и напугает. Хорошие новости в том, что по большей части эти страхи будут напрасными, они не оправдаются. Но когда это происходит, мы же не знаем заранее, и потом невозможно убедить себя не бояться. Да? Логика не работает. Если страх включается, например, страх потерять деньги, подписать какой-то не тот договор, ну, связаться не с теми людьми, это не денежные карты в буквальном смысле. Однако в результате вот таких перемен, если вы будете достаточно спокойно принимать судьбу, в результате таких перемен вы можете не только потерять, но и категорически разбогатеть, понимаете? То есть поменять источник дохода. Однако все по воле рока происходит. Ну и теперь, естественно, любовь. Май – самый романтический месяц в году. Раз, два, сплошные кубки. Три, еще более сплошные. Самый романтический месяц в году. Все располагает цветение гортензий. Итак, в категории любовь Овнам выпадает пятерка кубков, тройка кубков и восьмерка кубков. Вот обратите внимание, несмотря на то, что масть очень подходящая, кубки – это масть эмоций, масть любви, но карты выпадают вам все-таки не очень хорошие. Ну, могло бы быть и получше. Вот. Например, пятерка кубков говорит о разочарованиях не слишком крупных, проходящих и преходящих, и тем не менее. Она описывает некоторую остановку в отношениях, например, ваши сомнения в собственном выборе, в своем партнере, в будущем ваших отношений или вашего брака. Тройка кубков в целом про любовь говорит о том, что отношения новые или длящиеся продолжаются с переменным успехом. Будут свидания, будут признания. Любовь в целом, любовная история выглядит для вас как праздник. Однако здесь есть и восьмерка кубков. Восьмерка кубков – карта грустных прощений. И по ней нам приходится всегда отказываться от заранее обреченных планов. Я думаю, что любой человек, достигший определенного возраста, уже сталкивался и знает, что такое заранее обреченный план. То есть это то, во что вы поверили, но то, что просто математически, кармически не могло состояться. Невозможно. Вот такая история описана картами. Советы есть для вас, безусловно. Пятерка кубков советует собственной депрессии, собственным разочарованием поменьше доверять. Все пройдет, как с белых яблонь дым, говорит эта карта. То есть, и, кстати, уместно сезону, потому что здесь все в этом самом
яблоневом дыму. У меня, например, все цветет. И, ну, то есть разочарования любовные, неизбежные, но с ними ничего не нужно делать, они скорее рассосутся сами и могут быть очень-очень без повода. Тройка кубков напоминает о том, что все-таки поводы радоваться жизни и наслаждаться любовью у вас есть. Есть отношения, есть любимый человек или будут, если вы сейчас одиноки. Тройка кубков, в принципе, вполне обещает новые знакомства и какие-то новые запоминающиеся свидания. Единственное, что считается, что тройка кубков не обещает, ну, долгих, что ли, отношений. Вот. Она советует радоваться жизни в моменте и почаще судьбе и сердцу своему говорить да. Кстати, по тройке кубков новые знакомства происходят в уже известном кругу. То есть вас могут познакомить друзья, коллеги, соседи, родственники. Советует карта одиноким людям почаще выходите в люди. А восьмерка кубков, ну, я надеюсь, что она не для всех, она такая будет выборочная. Увы, расставания могут иметь место. Восьмерка кубков, да, она считается очень-очень говорящей, когда история любовная прекращается. Но тоже уносит все ненужное. А самое главное, восьмерка кубков – это несостоятельные планы, которым все равно не суждено было сбыться. Ну а здесь просто вот пришло время убедиться в этом и со спокойной душой что-то отпустить. И следующий вопрос – это семья для Овна. Домашние дела. 1, 2 и 3. Про семью вам расскажут тройка мечей, увы. Зато есть туз кубков и пятерка, опять же, мечей. Ссоры и споры вас ждут. Вряд ли новые, потому что здесь есть тройка мечей. Тройка мечей всегда нам только лишь о чем-то напоминает. Поэтому ссоры дома из-за какого-то, из-за чьей-то любви скорее, или из-за какого-то подарка уже привычный. Вы это обсуждали, вы и когда-то это все проходили. Пятерка мечей, как раз те самые ссоры и некрасивые домашние ситуации описывают. В целом карты буквально кричат, дают советы. По большей части дают советы, они говорят, что нечто ценное, нечто очень важное и очень-очень хорошее ждет вас дома, и что-то такое вот большое, отличное, счастье состоится дома и у вас в семье, но вы почему-то с близкими как раз на эту тему рискуете сильно-пресильно поругаться. В целом тройка, пятерка мечей советует вам ни в коем случае не начинать ссору или спор с домашними. Остановитесь вот на этой фазе, на этой стадии. Туз мечей – это крупное, да, семейное событие, это образование семьи или воссоединение семьи, примирение, но это примирение, из-за которого или вследствие которого есть риск снова поссориться, возможно, сильнее, чем прежде. Это может быть рождение ребенка, это могут быть какие-то крупные материальные приобретения, буквально подарки для семьи. Проблема в том, что либо вы сами, либо кто-то рядом в такое счастливое время себя некрасиво ведет. Я нисколько не удивлена, увы, я вижу именно такие истории и очень часто, когда родственники ссорятся не в худшие времена, что казалось бы логичным, а в лучшие, когда появляется что делить. Вот так. Вот такие вот советы карт. И я достала еще, вы заметили, да, колоду Ленорман. Общее настроение месяца. Давайте посмотрим для Овна. Что за карта вам достанется? Потому что Таро описали весьма противоречивый месяц. Но что-то основное, главную тему нам выделит тогда карта Ленорман.
Что вам выпадает? Ну, это прекрасно, прекрасно. Вам выпадает карта рыба или рыбы, по-разному ее называют. Она, кстати, очень продолжает вот этот вот туз кубков. Это подарок, улов. Ну, что такое рыба? Это улов, это то, что вы наловили. Но наловить ничего просто так нельзя. Надо, чтобы это вам еще и помогла судьба, как бы подбросила, подсадила на крючок жирных вот этих вот окуней вам. А рыбы говорят о многом. Для вас они очень продолжают тему именно семьи. То есть вас ждет, ну, наверное, самый крупный улов, самое большое счастье и самые большие приобретения именно в семье, дома, по месту жительства. Это большое счастье. Кстати, рыбы часто описывают наступление беременности или уже даже рождение ребенка. В любом случае, это карта про любовь и про чувства. Это набор самых счастливых, ну, знаете, переполняющих эмоций, любовных, романтических, наверное, отчасти тоже у вас дома. Ну что ж, я, Овнов, еще раз предупреждаю о том, что месяц довольно насыщенный, достаточно переживательный. Я уверена, что вы справитесь и лучшее оставите себе, худшее судьбе вернете. Увидимся.